Здравствуйте, друзья! Сегодня в видео поотвечаю на ваши вопросики, точнее, не на вопросики, а на такие заблуждения небольшие. Один будет про то, что некоторые говорят, что Луняша толстенькая какая-то стала, и потому что у нее складочка на пузе болтается. Вот, и второй будет, я уже думала, что это шутка, но на самом деле не один раз уже встречала такое. Почему мы не обстрижем ей ее бороду белую? Так же красивее будет очень. Это для меня, конечно, было странно, но сегодня я все-таки отвечу на этот вопрос. Все, всем приятного просмотра. Так вот, усы у животных и у кошек в частности, это так называемые усы в кавычках. На самом деле это вибрисы. И находятся они, кстати, не только на голове в виде вот бородки, такой смешной, усиков, бровок и вот этих вот околоушных вибрис, но и их можно найти на теле. Они отличаются от волосяного покрова своей структурой. Вот вы можете найти у своей кошки или собаки, они более жесткие и находятся часто по всему телу. Но луняши я нашла только на передних лапах и на голове. Каждая вибриса – это осязательный орган. Каждому вот этому усику, каждой бровке, каждому волоску подходит нервное окончание, и сигнал с этой маленькой антенки передается сразу в мозг. Кстати, самыми первыми у котенка еще в утробе матери появляются как раз вот вибрисы, эти так называемые усики. В отличие от обычных волосков, которые выполняют теплоизолирующую функцию, вибрисы выполняют функцию тактильную. Воздушные потоки отражаются от стоящих поблизости предметов и улавливаются вибрисами. Это свойство позволяет кошке, независимо от зрения, определить расположение предметов и уклоняться от препятствий, не касаясь их даже в полной темноте. Вот поэтому кошки, полностью лишенные зрения, так легко могут ориентироваться в пространстве. Вот, посмотрите, прежде чем понюхать, в ход идут вибрисы сначала. На самом деле это все потому, что кошка плохо видит ближе, чем на 40 сантиметров и дальше, чем на 8 метров. Ей не нужно расходовать свои силы зря, поэтому она видит движущиеся предметы на расстоянии, с которого имеет шанс догнать жертву или успеть убежать от преследователя. А плохое зрение вблизи как раз компенсируется вибрисами, обонянием. Вот, мозг суммирует сигналы всех систем и на основании этих данных создает трехмерную картинку окружающего мира. И кошка понимает, что вообще вокруг нее происходит. Человек полагается по большей части на зрение, а животные, кошки вот в частности, мы рассматриваем именно на суммарную связь всех этих своих органов чувств. Так что вот. По этой же причине, по причине плохого зрения, кошки, когда не могут распознать предмет вблизи, бьют его лапой, так как лапы у кошек тоже особо чувствительные. И они помогают им распознавать предметы и понять, насколько предмет опасный, насколько он, в принципе, интересный и что с ним дальше можно сделать. Записать видео про вибрисы я решила, так как вопрос этот не первый раз, и не второй, и не третий поступает, почему мы ей не подстрижем бороду. А раз люди спрашивают, значит, они не знают, и значит, они могут навредить своим домашним питомцам по незнанию. Надеюсь, я достаточно подробно объяснила, почему этого делать не стоит. Не только подстригать, вырывать, но и вообще что-то делать с животными. Мойте их, когда они испачкались, вычесывайте, когда они линяют, ухаживайте согласно породе, но без всяких вот этих человеческих преувеличений. Отстаньте от зверей, они идеальны и так. А теперь давайте поговорим про курдючок или примордиальный мешок. Это складка кожи на животе с небольшим количеством подкожной жировой клетчатки. Есть она абсолютно у всех представителей семейства кошачьих. Появляется у котят примерно к 1 году. Есть несколько версий, для чего кошкам такое пузико нужно. Одно из предположений, что примордиальный мешок работает как защитный слой, который в случае столкновения защитит жизненно важные органы кошки от зубов, когтей, копыт, рогов и так далее. Еще одна версия, что это запасы на черный день. Ведь в дикой природе кошки при неудачной охоте могут не есть прям несколько дней, а при удачной от пуза наестся, и запасливый организм это все переработает в жир и отложит про запас, чтобы в голодные дни брать оттуда энергию.
И последняя версия, что эта складка нужна для растяжения. Когда кошка охотится или прыгает, то ее тело сильно удлиняется, и кожа на животе сильно растягивается. А из-за вот этого так называемого курдючка все проходит без последствий. Вот, можете посмотреть, как растягивается луняша в прыжке. И кожная складка полностью исчезает. Я лично считаю, что все 3 версии имеют место быть, и одна другую не исключает. Вот, такие интересные кошачьи в своем строении. И мне очень радостно, что мы прям на живом примере можем это все изучить, посмотреть. И мне самой интересно, и надеюсь, вам тоже интересно было. Хочу попросить прощения за мой голос, я сильно простыла, так что вот, может, немножечко нескладно тут все озвучивала, но я старалась. Надеюсь, вам было интересно, еще раз повторюсь. Все, пишите комментарии, ставьте лайки, я всегда рада вас прочитать и услышать. Большое спасибо за просмотр. Есть особая прелесть гулять ночью. Эй, тебя твои ночники выдают. Скрытень. Скрытень. Хотя у нас ночь, 4 часа дня наступает. Слава богу, все, 22-го было зимнее солнцестояние. И уже день пойдет на прибыль. В каких-то регионах это не чувствуется, но у нас очень сильно. Светает в 9 утра, и все, полная ночь уже в 4 часа дня. Хотелось бы, чтобы это был день, а не ночь. Эй, фонари дальние выключите, а то слепите. Иди сюда, поиграем. Звери дома засиделись за морозы, все. Домой теперь не заманишь. Фонарь хочет играть. Вторые фонари пришли. Вон, заманиваю домой. Фонарь, пойдешь домой-то? Пантер под одеялком. Пантерчик как спится. Хорошо под одеялком. Даже прохладная, но с улицы хорошая. Приятненько.